Для вязания костюма нам понадобится пряжа. Мы будем вязать из двух видов пряжи. Это пряжа Коко и Пеликан фабрики Vita Cotton. Нам понадобится метровая лента. Нам понадобятся маркеры, крючки. Понадобится крючок 2,5 и 3. Если у вас нету 2,75, можно использовать 3. Мы будем большим крючком набирать цепочку начальную воздушных петель, и потом переходить на крючок 2,5. Также нам потребуются ножницы, булавка и поясная резинка. Поясную резинку можно выбрать любой ширины, которая вам удобна. И также понадобится нам калькулятор, чтобы производить расчеты под свои размеры. Ну и, соответственно, ручка и блокнот. Два вида пряжи. Почему? Сейчас я объясню, почему нам потребуется два вида пряжи. Так как у нас костюм состоит из длинной юбки, то чтобы юбка слишком не вытягивалась, мы будем вязать вот верхнюю часть, а именно пояс и вот эту вот часть бедренную из пряжи Коко, так как она чуть-чуть потолще, и она будет вот эта часть держать основной вес нашей юбки. Остальную часть будем вязать пряжей Пеликан, так как она более тонкая, и она нам позволит добиться такого эффекта воздушности и будет красиво сборить. То есть складочки, оборки будут красиво воздушно лежать. Начинать вязание юбки мы будем с пряжи Коко. Из нее мы свяжем пояс и часть юбки до бедра. Набирать петли мы будем методом 5 длин. Посмотреть, как набирать петли методом 5 длин, вы можете на моем канале, у меня есть видео. И дальше что мы делаем? Мы измеряем обхват талии. В моем случае обхват талии 68 сантиметров. Для того, чтобы у нас юбка была в свободной посадке, так как у нас пояс юбочки у нас на резинке, мы будем сначала вязать пояс, потом мы провяжем часть юбки столбиками с накидом, провяжем рюшу, и далее у нас пойдет свободная часть юбки, которая будет вязаться зигзагообразным узором. Так вот, когда мы будем измерять обхват талии, мы должны будем к нашим сантиметрам, которые у нас получились при измерении, добавить дополнительно 5-10 сантиметров на свободную посадку, чтобы у нас юбка хорошо проходила вот в этом месте. То есть, если вы будете одевать юбку через ноги, либо через голову, чтобы она у вас в свободном проходила. Хлопок все равно он имеет свойство немножко растягиваться. Плюс у нас в поясе будет резинка вставлена. То есть мы должны учитывать, если мы наберем четко 68 сантиметров, провяжем свои, то у нас юбка будет очень туго сидеть. Поэтому мы добавляем 5-10 сантиметров. Это вы на свое усмотрение. Я добавляла 10 сантиметров. И начинаем набирать 5 длин. То есть в моем случае 68 сантиметров обхват талии, плюс я прибавляю 10 сантиметров. И в итоге я должна набрать 78 сантиметров. У меня должно получиться. Итак, я набираю 5 длин, отмеряю на метре 78 сантиметров, отмерила, сложила 5 раз ниточку, 1, 2, 3, 4, 5, сложила, вот у меня ниточка к клубку идет, и теперь ниточку от клубка я начинаю набирать цепочку воздушных петель до конца вот нашей ниточки. То есть мы набираем цепочку воздушных петель крючком 2,5. Когда мы провязали цепочку до конца, мы ее не вытягиваем, мы берем метровую ленту, отмеряем на ленте свои сантиметры, и цепочку мы не натягиваем, не вытягиваем, а просто прикладываем
и определяем свои сантиметры, сколько у нас получилось. У вас должны получиться ваши сантиметры. Если у вас осталось немножечко больше, там где-то может быть на сколько-то петелек у вас осталось больше, ничего страшного, вы так это и оставляете. Мы потом в самом конце эти петельки распустим. И теперь мы возвращаемся к ниточке, которая у нас идет от мотка. Вводим крючок вот в самую первую петельку, которую мы набирали. Вводим крючок, подхватываем рабочую нить, провязываем 1-2 петельки подъема и в первую же петлю провязываем столбик без накида. И теперь мы по всей нашей цепочке до конца провязываем столбиками без накида. Когда вы провязываете столбики без накида, подходите к концу цепочки и еще раз примеряете на сантиметровой ленте, чтобы у вас вышли ваши сантиметры получились. То есть в моем случае это должно быть 78 сантиметров. Я провязала цепочку воздушных петель и по цепочке провязала первый ряд столбиками без накида и соединила в круг. Обязательно смотрите, чтобы не перекрутилась у нас цепочка. И теперь мы будем вязать постоянно по кругу, без перехода ряда, просто вязание по кругу, несколько рядов. Сколько рядов, это будет зависеть от того, какая ширина резинки, какую резинку вы выбрали для пояса. То есть мы должны провязать двойную ширину резинки. Так как у нас будет резиночка внутрь заправляться, то ширину резинки мы увеличиваем в 2 раза и провязываем столбики без накида в высоту столько сантиметров, сколько будет соответствовать двойной ширине нашей резинки. Я начала вязать 4-й ряд, провязала 3 ряда, начала вязать 4-й ряд. И сейчас я буду делать отверстие для нашей резиночки, чтобы резинка у нас проходила. Опять же, ориентируйтесь от ширины своей резинки. То есть у нас резинка будет не на всю ширину проходить, а, конечно же, мы ее сложим аккуратненько и булавочкой ее будем вставлять. Поэтому я провязала столбик без накида. Теперь я провязываю 1, 2, 3. То есть вот я ориентируюсь 1, 2, 3 я петли пропускаю. И в 4-ю 1, 2, 3, 3 петельки я провязала. 1, 2, 3. В 4-ю я провязываю столбик без накида. И дальше вяжу как обычно. То есть таким образом у меня образовалась вот такая дырочка у меня будет. То есть смотрите, если я сложу резиночку нашу, то она у меня отлично пройдет. Когда я провяжу весь ряд до конца, дойду опять до начала этой нашей арочки из 3 воздушных петель, дальше я буду вязать следующий ряд и провязывать столбики без накида в каждую вот эту петельку и провяжу ровно такую ширину, которую нам необходимо, двойную ширину нашей резиночки. Я провязала необходимую мне ширину, то есть если я приложу резиночку, сложу в 2 раза, как раз она у меня входит. Вот у меня моя дырочка под резинку. И сейчас мы будем соединять наш пояс. То есть изначально мы должны распустить начальную вот эту цепочку и соединить. Соединить первую петельку. И отрезать ниточку. Все, теперь мы будем соединять наш пояс. То есть мы его складываем в 2 раза. И будем соединять петелька в петельку. То есть одна петелька в другую петельку пойдет. Соединять будем столбиками без накида. То есть мы соединяем столбик в столбик.
эта ниточка потом уберется у нас. И каждый столбик провязываем. Аккуратно, чтобы у нас совпадало все столбик со столбиком, чтобы все ровненько было. И таким образом провязываем, складывая пополам, провязываем до самого конца. Когда я соединила наш пояс, мы должны просчитать все петельки, сколько у нас получилось столбиков. Посчитайте, сколько петель в вашем поясе получилось. И дальше нам нужно подвести наши петли под кратность узора, так как далее мы будем вязать по этому узору, и кратность узора у нас здесь равна 12. Поэтому сейчас мы должны, так как здесь мы измеряли наш объем талии, прибавляли на свободную посадку несколько сантиметров для пояса, далее мы должны измерить объем бедер. Точно так же прибавьте на свободную посадку, на расклешение дополнительно там 10-20 сантиметров. И просчитайте, сколько в 10 сантиметрах петель. И, соответственно, нам нужно будет высчитать на ваш объем бедер, сколько петель нам необходимо, и подвести эти петли под кратность узора, равную 12. Например, я делаю измерение. Я измеряю, что у меня, я возьму петли и посчитаю. Вот у меня здесь идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. Я возьму эти 10 петель и измерю в сантиметрах, сколько у меня получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У меня 10 петель равно 5 сантиметров. Это я так и записываю. 10 петель равно 5 сантиметров. Условно мой обхват бедер равен 90 сантиметров. Но мне не нужна юбка, которая будет плотно сидеть по фигуре. Мне нужна свободная посадка, чтобы юбка была расклешенная. То есть я к 90 сантиметров прибавлю еще 25 сантиметров. Можно брать 10, можно 20, 30, то есть хоть 50, хоть двойную берите. 90 умножайте на 2 и получайте двойной объем. То есть у каждого свои объемы получится. И у меня получается 90 плюс 25, это 115 сантиметров. Если у меня 10 петель равно 5 сантиметров, а 115 сантиметров у меня должно быть по формуле, всем известной с детства, мы 10 петель умножаем на 115 сантиметров и делим на 5. И считаем. 10 умножаем на 115 и делим на 5. Получается 230 петель. А раппорт у нас равен 12. Значит, я беру 230 петель, делю на 12, на количество петель раппорта, делю на 12. У меня получается 19 полных раппортов и еще петли остаются. Значит, я лучше добавлю, чем убавлю. Я буду округлять в большую сторону и сделаю 20 раппортов. 20 умножу на 12 петель и получу
240 петель. То есть, когда мы соединили пояс, мы посчитали все петли, сколько у вас получилось петель по окружности, и теперь нам нужно добавить петли. Как мы будем эти петли добавлять? Я просчитала, и у меня получилось по поясу 165 петель. Но по моим расчетам мне нужно 240 петель. Значит, мне нужно 75 петель добавить. Я должна посчитать, через сколько петель мне делать прибавки. То есть я беру свои 165 петель, сколько у меня по поясу проходит. 165 я делю на 75. И у меня получается не полное число, у меня получается 2 и 2. Значит, я буду делать сначала добавку в каждую вторую, а потом в третью. Сейчас я покажу, как я буду делать прибавки. Вот у меня провязана последняя петелька. Я провязываю соединительной петлей, соединяю в первую петлю, делаю 2 петли подъема и провязываю первый столбик. Так как мне нужно добавку делать 2 и 2, то значит, вот я провязала первый столбик, теперь во вторую петлю я провязываю 2 столбика. То есть таким образом я добавляю 1 петельку. Чтобы вам было удобнее, допустим, ну, кто-то может не сразу может посчитать петли, кто-то, может быть, запутается и удобнее сразу ему просчитывать эти петли в процессе вязания. Я рекомендую тогда воспользоваться счетчиком ряда. То есть он очень универсальный, можно его на пальчик прикрепить, кому как удобно. Ну, я всегда его так вот ложу, чтобы он у меня лежал. И я, допустим, вот я добавила 1 петлю, а знаю, что мне нужно 75 петель. Я нажала кнопочку. Значит, так как у меня получается через 2 и 2, значит, первый раз я добавлю во вторую петлю, второй раз я добавлю в третью петлю. И так буду чередовать во вторую, в третью, во вторую, в третью. Значит, вот я добавила через 2 петли. Теперь я считаю 1, 2 и в третью добавляю еще, провязываю 2 петельки. Тем самым добавляю вторую петлю. Теперь во вторую петлю буду добавлять. 2 петли добавила. Теперь в третью. Вот уже 4 петельки я добавила. То есть вот такой расчет вы можете сделать самостоятельно. То есть на количество, какое количество петель у вас проходит по вашему поясу, вы разделите и получите, разделите на необходимое недостающее число петель, которые вам нужны, и получите, через какой шаг вам делать прибавки. Либо вы просто можете, если вы и так сможете определить, как вам добавлять, любым удобным вам способом. Главное, чтобы это было более-менее как-то равномерно. И таким образом мы делаем прибавки и должны получить в конечном итоге необходимые нам петли, которые у вас получились по вашему расчету. Провяжите, сделайте добавки, просчитайте эти все петельки. И следующий ряд просто провязываем столбик в столбик, то есть уже по прибавленным петлям, ничего не прибавляя, просто следующий ряд провяжем столбиками без накида. После того, как мы прибавили петли, провязали второй ряд полностью столбиками без накида, без всяких прибавок. И дальше мы начинаем вязать ряды столбиками с одним накидом. То есть мы в последнюю петельку, которую провязывали, я провязала вот последний столбик и вот в первую петельку соединительной петлей соединила. Далее я провязываю 3 воздушные петли подъема и в каждую петлю предыдущего ряда провязываю столбик с одним накидом. И вяжем так до конца ряда, соединяем в третью воздушную петлю подъема и переходим на следующий ряд. Вот я провязала пояс и провязала несколько рядов столбиками с одним накидом. Смотрите, при вязании столбиков с одним накидом, если мы постоянно вяжем по кругу, наше изделие может начать в эту сторону, в которую мы вяжем, может начать косить. То есть
идти в кость. Для того, чтобы этого не было, мы один ряд провязываем в другом направлении. То есть вот я вязала ряды по кругу, то есть справа налево, и, допустим, следующий ряд один. Достаточно одного ряда провязать в другом направлении. Я последний столбик соединяю в третью последнюю петлю, переворачиваю вязание, провязываю 3 воздушных петли, и следующий ряд я развернула вязание и провязываю ряд в обратном направлении. То есть вот, к примеру, у меня провязано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это у меня будет 9 ряд. Вот если вы заметите, вот я вязала в одном направлении, потом я развернула, начала вязать в другом направлении. Вы можете частями, допустим, 4 ряда в одном, 4 ряда в другом направлении, а можно просто провязать 4 ряда в одном направлении, потом один ряд в другом направлении, развернуться и опять вязать в одном направлении, в другом. То есть достаточно один ряд развернуть и провязать в другом направлении, а потом вернуться к обычному вязанию. Уже даже один ряд даст то, что полотно у нас косить не будет. Девочки, вот я примерила на манекене, как это выглядит. И теперь вот определить именно вот этот участок, сколько нам вязать, 5 рядов или 10 или 20 рядов столбиками с одним накидом, вы тут должны определить сами, где он должен заканчиваться. То есть вот у нас начинает вот талия условная, вот она, да, вот талия, и вот у нас начинаются бедра. Вот как только вот начинается самый верхний участок бедра, я рекомендую здесь прекратить вязание, и дальше мы будем с вами провязывать маленькую рюшу, и далее пойдет у нас основной узор. Когда мы определились, что нужное количество рядов у нас связано, следующий ряд мы провязываем столбиками без накида. Просто обвязываем этот ряд обычными столбиками без накида в каждую петельку. И еще раз тем самым проверяем, просчитываем количество петель, чтобы у нас количество петель было кратно раппорту, равному 12. Если у кого-то где-то не хватает, где-то 1-2 петельки, может быть, у кого-то потерялись, то в этом ряде их необходимо будет добавить. Мы провязали ряд столбиков без накида, и теперь мы меняем пряжу. То есть мы до этого вязали из пряжи Коко, будем менять на пряжу Пеликан. Эту ниточку обрезаем, присоединяем нить. Итак, дальше мы будем вязать оборочку. Оборочка у нас раппорт равен 6 петель. Так как мы петли все подвели изначально к раппорту равному 12, дальше у нас раппорт будет кратен 12, то раппорт равен 6, он также кратен 12. И теперь я делаю 2 петли подъема, 1, 2, 3 столбика с одним накидом в первую, вторую, в третью петельку, делаю накид на крючок, нахожу 1, 2, 3, в третью петельку провязываю 3 столбика с одним накидом, 1, 2 и 3. Провязываю пико. Пико из вас каждый может провязывать любым удобным вам способом. Я провязываю так: 1, 2, хоть у меня тут 3 петли, я всегда вяжу из 4. Провязала 4 петли и в первую петельку вот так вот, вот сюда вот провязываю, протягиваю, и далее еще 3 столбика в эту же петлю, накид на крючок, и сюда 3 столбика. Далее 1, 2, 3, в третью петлю столбик без накида. Считаем 1, 2, 3, столбик без накида. Опять 1, 2, 3, в третью петлю 3 столбика с накидом, пико, 3 столбика с накидом в эту же петлю, и в третью петельку столбик без накида. Накид на крючок, 1, 2, 3, в третью петлю 1 столбик, в
второй, третий, пико. Я делаю из 4 петель. И сюда же 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Столбик без накида в третью петлю. 1, 2, 3 в третью. 1, 2, 3 в третью петельку. Опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3 в третью петельку. 1, 2, 3 в третью. Первый, второй, сюда же третий, пико. И сюда же еще 3 столбика с накидом. Раз, два, три, столбик без накида. Вот такая вот рюшечка у нас получается, поэтому мы провязываем до конца ряда. Я провязываю последний столбик нашей ракушки и соединяю в первую петельку соединительной петлей и закрепляю одной. Теперь мы начинаем переходить к вязанию нашего основного узора. Значит, наш узор будет начинаться с 3 воздушных петелек подъема, дальше по одному столбику в каждую петлю. Здесь вот я нарисовала, это значит у нас 2 столбика с общей вершиной. Вот здесь вот они вот тоже вот с общей вершиной, эти столбики. С общей вершиной, между ними 2 петельки. Потом 1, 2, 3, 4 столбика с одним накидом в каждую петлю, 2 воздушные петли, и в следующую же петельку пошли опять столбики с накидом. То есть у нас вот он раппорт узора. То есть мы провязали 2 воздушные петли и пошли опять вязать вот этот, отсюда начинать. То есть 3 воздушные петли, они у нас считаются за 1 столбик с накидом. Итак, как мы будем вязать? Теперь мы вязать первый ряд мы провяжем под оборочкой и провяжем его в обратном направлении. Как мы это будем делать? То есть мы провязываем 3 воздушные петли подъема. Мы одну петельку уже провязали, 1, 2 и 3. Как мы это будем делать? Мы провязываем 3 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание, развернули вязание. И теперь обратите внимание, когда мы вязали наши ракушки, мы рядом с ракушками провязывали ряд столбиков без накида. То есть у нас шли столбики с накидом, а далее вот один ряд мы провязали столбики без накида. Именно за эти столбики мы и будем провязывать наши столбики с одним накидом. 3 воздушные петли у нас считается за 1 столбик с накидом. Далее мы должны провязать столбики с накидом еще 4 столбика в каждую петельку. То есть вот это у нас первый столбик, мы его провязали, второй, третий, четвертый. А вот 5 столбик мы соединим с общей вершиной с первым столбиком. Между ними 2 воздушные петли. Итак, первый мы провязали. То есть первые 3 воздушные петли, они у нас как бы вот идут на вот эту петельку. Далее немножечко оборочку вот как бы вот так вот мы вниз убираем, чтобы лучше было видно. Делаем накид на крючок и первую петельку, вот она у нас, видите, мы будем вводить крючок вот как бы под петлю ввели и провязали столбик. Это у нас получается 3 воздушные петли. Первый, это второй, следующий вот сюда, третий, в следующую петельку, четвертый, то есть в каждую петельку. Дальше у нас 5 столбик мы вяжем с общей вершиной с первым столбиком, следующей группой из 5 столбиков с накидом. Между ними 2 воздушные петли. То есть провязываем следующую петлю
первый, пятый столбик оставляем на крючке, пропускаем 1, 2 и вот эту в третью петельку сюда вот. 1, 2 и вот эту третью петельку подхватываем, сюда провязываем первый столбик группы и соединяем их вместе. Далее провязываем 2, 3, 4, 5 столбик в каждую петельку. 2, 3, 4 и 5. Провязали 2 воздушные петли, 2 воздушные петли и сразу следующую петельку провязываем опять 1, 2, 3, 4 столбик, 1, 2, 3, 4, а 5 столбик провязываем вместе с первым столбиком, между ними 2 петли. То есть мы вот провязали 2 воздушные петли и как бы возвращаемся сюда. Вот мы провязали 1, 2, 3, 4, сейчас вот эти 2 столбика вяжем. Оставляем на крючке, это у нас 5 столбик, пропускаем 1, 2 и в третью петельку провязываем 2 столбика. Дальше этот у нас первый получается, вот он. Дальше провязываем вот эту группу. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 и 5 столбик. 5 столбик, опять 2 воздушные петли. И опять возвращаемся сюда. Опять мы вяжем 1, 2, 3, 4 столбик. 5 мы вяжем с общей вершины с первым столбиком с этой группы. Между ними 2 воздушные петли. И таким образом мы довязываем до конца. То есть у нас это будет вот под нашей оборочкой. То есть потом у нас это все отутюжится и будет все красиво смотреться. То есть у нас первый ряд, он у нас ложится именно под оборку. Я провязала последний столбик, и теперь мне нужно провязать 2 воздушные петли и соединить в третью воздушную петлю подъема вот сюда, чтобы закрыть ряд. Я нахожу третью воздушную петлю подъема и соединяю соединительной петлей. Все, теперь мы разворачиваем вязание и будем вязать со стороны наших оборочек. Значит, мы начинаем с 3 воздушных петель подъема на новый ряд. И у нас получается вот они 2 воздушные петли, которые они как бы вот они перед нами. Вот мы сейчас находимся вот здесь. И новый ряд мы будем провязывать. То есть мы сейчас как будто бы в новом ряду провязали вот этот столбик, так как мы развернули вязание в другую сторону. У нас 3 воздушные петли считается за столбик с одним накидом. Мы провязали 3 воздушные петли. Теперь провязываем еще 2 воздушные петли, которые как бы между столбиками, и дальше начинаем вязать вот эту часть раппорта. То есть мы вот как бы вот у нас второй ряд. Мы провязали 3 воздушные петли подъема, это вот эти вот 2 петли, еще 2 петли между столбиками как бы. И сейчас начинаем вязать 1, 2, 3, 4 и вот между двумя столбиками провяжем вот эти еще 2 столбика с общей вершиной. Смотрим, как мы будем вязать. Значит, вот сюда в арочку мы провязываем вот этот, вот он, видите, в арочку, первый столбик провязали, второй во вторую петельку, третий, четвертый, 5 столбик мы провязываем, вот они, видите, у нас 2 столбика с общей вершиной, вот они, 5 провязываем сюда,
И первый провязываем не сюда, вот, а вот она первая петелька пошла. То есть вот эта петля 2 столбика вместе, а сюда вот в следующую, не вот в эту петельку, где вот у нас вместе они соединены, а вот в эту провязываем первый столбик и соединяем общую вершину. Это у нас первый мы провязали. Накид на крючок, в следующую петельку вяжем второй, в следующую петлю третий. Теперь смотрите, вот сюда в последний столбик вяжем четвертый, вот сюда, вот четвертый и пятый вяжем в арку. 2 воздушные петли, опять первый столбик в арку, второй столбик в следующую петельку, третий столбик в следующую, четвертый в следующую. Не забываем пятый с первым провязываем с общей вершиной. Вот она у нас общая вершина, видите? Вот сюда вводим, провязываем пятый столбик, накид на крючок, и не сюда вот куда-то, а вот в эту петельку. Вот не вот в эту, вот если мы посмотрим, вот она одна общая петля, вот она вторая петля, вот сюда мы провязываем первый столбик, который мы провяжем вместе. Первый столбик этих 5 вместе провязали. Это у нас первый был, второй, третий, четвертый вот сюда, пятый в арку, 2 воздушные петли, опять первый в арку, второй, третий, четвертый, пятый сюда, оставляем на крючке, первый столбик, вот эту пропускаем, вот сюда вяжем, вот сюда, вместе соединяем, соединили, это первый провязали, второй, третий, четвертый вот сюда в последний столбик вяжем и пятый в арку, 2 воздушные петли, и опять то же самое повторяем, также провязываем до конца ряда. В конце ряда я провязала 2 столбика с общей вершиной, значит, вот это у меня пошел первый, второй, третий, четвертый я провязала, и я подхожу, где мы вязали вот начало ряда, 3 воздушные петли у меня было, и теперь соединяю в третью воздушную петлю. Тем самым у меня получается 1, 2, 3, 4, 5 столбиков у меня получилось. Дальше я точно так же провязываю 3 воздушные петли подъема. Дальше у меня опять будет 2 воздушные петли на арку. И дальше я повторяю все то же самое, как мы вязали вот этот вот наш ряд. Я провязываю в арочку первый столбик, дальше второй, следующую петельку третий, четвертый, сюда провязываю пятый, следующую петельку вот в эту, тут у нас соединены 2 столбика, я провязываю сюда еще один столбик вместе, это первый, второй, третий, четвертый, и в арочку у меня пошел пятый. Провязала 5 столбиков, тут у меня 2 столбика вместе, 2 воздушные петли, в арочку опять первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый не довязываю, сюда вот
соединила вместе. Сюда пойдет второй столбик, третий, четвертый и пятый в арку. И таким образом мы провязываем столько рядов, сколько нам необходимо на длину нашей юбочки. Я провязала 10 рядов, то есть вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Примерила на себя и решила, что мне нужно сделать добавочку. То есть я хочу попышнее, посвободнее юбочку. Значит, я делаю 3 воздушные петли плюс 2 петли по узору, у нас идет 5 петель, и мы начинаем вязать. Мы вязали по схеме провязывали 3 петли подъема. Вот как мы сейчас вяжем: 3 петли подъема, 2 петли на ряд, и начинали вязать группу из 5 столбиков, и здесь с общей вершины провязываю 3 петли подъема и 2 петли на арку. Теперь мы по схеме по нашей сюда провязывали в арочку вот предыдущего ряда, провязывали 1 столбик. Сейчас мы добавляем еще один и провязываем 2 столбика, первый и второй. Сюда провязали. Дальше как по схеме вяжем, как обычно. То есть у нас теперь будет не 5 столбиков, а 6, потому что мы добавили сюда 1. Получается 1, 2, 3, 4. 5 сюда довязали, и 6 у нас получается с общей вершиной. Вот эти вот. Этот столбик у нас получился первый. А мы должны сейчас провязать 6, так как тут мы сделали добавку и провязали 6. Первый, второй, третий, четвертый, пятый в арку из 2 воздушных петель, и 6 тоже сюда же. То есть мы все добавки делаем в арку, в арочку из 2 воздушных петель. 2 петли в арочку провязываем и пошли на следующий ряд. Сюда тоже 2 петельки. В арочку тоже провязали 2 столбика с накидом. 2, 3, 4, 5 и 6 с общей вершиной с первым. Этот у нас первый, второй, третий, четвертый, и сюда 5 и 6 столбик. Опять 2 воздушные петли, опять в арочку 2 столбика, 1 и 2, и так продолжаем вязать. А следующий ряд, когда мы начнем вязать следующий ряд, мы просто вяжем по этому ряду, то есть также провязываем 6 столбиков, 6, 6, 6, и вот так вот делаем прибавки. В завершении ряда прибавок, когда мы провязываем, вот подходим к концу, как здесь мы делаем прибавки, так как в начале ряда мы провязали 2 столбика с накидом в арку из 2 воздушных петель, то в завершении ряда у нас получается в предыдущем ряду вот 3 воздушные петли подъема и столбик с накидом у нас был, и вот сюда вот между ними мы провязываем 2 столбика с накидом. Тем самым мы и потом соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема. Тем самым мы провязали как бы здесь дополнительный столбик у нас получается, и здесь 2 столбика мы провязали, то есть здесь 2 и здесь 2 по дополнительному столбику с каждых сторон.
И так мы делаем, будем делать так в каждом ряду, в котором у нас будут прибавки. То есть мы провязываем по 2 столбика в арку из 2 воздушных петель. Вот, видите, мы в арочку провязывали по 2 столбика с накидом. И здесь в конце ряда мы будем между 3 воздушных петель и столбиком с накидом предыдущего ряда провязывать по 2 столбика. Это я сделала добавку уже в следующей секции. То есть, если посмотреть, я первую добавку делала в 10 ряду. Я сделала добавку по 2 столбика с накидом. Дальше я провязала от этой добавки через 25 рядов, я сделала вторую прибавку. Это все зависит от особенностей вашей фигуры и как вам больше нравится, откуда делать расширение. Но я все напишу, в каких рядах я делаю прибавку. Если же вы будете делать самостоятельно прибавки, так как вам нравится и по вашей фигуре, то вы делаете свои прибавки, но вязание в любом случае, прибавочки мы делаем вот так, как я показала. Я провязала необходимую мне длину юбочки. У меня получилось при замере от самого края пояса и до края конца подола юбки 75 сантиметров. То есть на мой рост 162 сантиметра. Мне этой длины вполне достаточно. Итак, теперь, когда мы провязали последний ряд, следующий ряд мы будем провязывать, обвяжем просто столбиками без накида, провяжем и далее начнем вязать вот по этой схеме. Итак, мы будем сейчас делать обвязку края нашего подола юбки. В каждую петельку мы будем провязывать по столбику без накида, а в арочку из 2 воздушных петель будем провязывать 4 столбика без накида. Итак, сделаем одну воздушную петельку подъема и в эту же петельку провязываем первый столбик, сюда второй, третий и вот сюда вот в сам столбик провязываем 4 столбик без накида. Далее по ряду провязываем в каждую петельку столбик без накида, вяжем. Когда доходим до 2 столбиков, провязанных вместе, провязываем вот в общую петельку столбик 1 и дальше вяжем опять по столбику без накида в каждую петельку. Подходим к арочке и провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый провязываем вот в этот столбик, в эту вот петельку, четвертый. И далее опять вяжем в каждую петельку по столбику без накида. До конца ряда провязываем таким образом. Провязала, соединила соединительной петелькой в последнюю петлю ряда. И теперь мы будем подходить к обвязке края. Так, нам нужно провязать 3 воздушные петли подъема. Я их провязываю. Здесь раппорт узора кратен 2, поэтому даже просчитывать, подсчитывать петли не обязательно. Можно всегда на одну петельку где-то скорректировать по ходу вязания. Итак, провязываем 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Дальше 1 столбик с накидом провязываем в 3-ю петлю.
Вот это у нас первая петелька, откуда мы вязали 3 воздушные петли подъема. Вторая, третья. Первый столбик с накидом провязываем в третью петлю, еще столбик с накидом во вторую петлю. Значит, делаем накид на крючок и провязываем столбик с накидом. Вот у нас первая петля, откуда мы вязали 3 воздушные петли, вторая и третья. Этот столбик провязываем в третью воздушную петельку. Делаем накид на крючок и провязываем во вторую. Опять накид на крючок. У нас раппорт кратен 2, поэтому мы будем считать все вот по 2 петельки от последнего столбика. Опять провязываем вот в эту петельку, накид на крючок в эту петельку, накид на крючок во вторую петлю, накид на крючок в первую петлю, накид на крючок первая, вторая во вторую петлю, накид на крючок в первую петлю, накид на крючок первая, вторая во вторую петлю, накид на крючок в первую петлю. Вот таким вот образом провязываем до конца ряда. Так, хочу вам показать, если вдруг вот у некоторых могла остаться одна петелька. Но если вот у кого-то, например, осталась вот одна петля, вот вы провязали последний узор, все, тут вот 3 воздушных петли, осталась одна петелька. Ничего страшного, можно провязать так. То есть вот посчитаем, что у нас вот этой петли как будто бы нету, то мы провязываем сюда столбик с накидом. А следующий, второй, провяжем вот в эту же петельку, откуда вот провязывали последний столбик, сюда. Это не настолько критично, это не будет так сильно видно. Вот видите, это даже незаметно в ряде. Поэтому можно провязать, вот если в конце у кого-то так получилось, можно провязать таким образом. У меня как раз осталось 2 петельки, поэтому я довязываю вот 1 и 2, довязываю узор по схеме и соединяю в третью петельку подъема. Все, соединила. Далее смотрим на наш узор. Далее мы провязываем 1 воздушную петлю и провязываем столбик без накида пико из 3 воздушных петель. Вы можете вязать из 4, из 5, там кому нравится, чтобы побольше была эта шишечка. То есть это на ваше усмотрение. Опять столбик, столбик, пико, столбик. То есть как мы вяжем? Мы провязали 1 воздушную петлю подъема, в эту же петельку, откуда вязали, провязываем столбик. Что-то у меня какая-то получилась хохлатка небольшая. Так, столбик провязали. И все. И вот мы теперь пришли вот сюда вот. К этим 2 столбикам перекрещенным. А теперь мы, так как вязали, у нас раппорт кратен 2, мы вязали по 2 столбика с накидом предыдущего ряда. Вот первый, второй, первый, второй, первый, второй. Значит, вот в первый провязываем столбик, 3 воздушные петли на пико, сюда вот в основание соединяем. И во второй столбик, столбик с накидом. Получаем вот такой пико. Еще раз. В первый столбик. 1, 2, 3. Вот сюда вот. Вот мы провязали 3 петли. Сюда вводим крючок. Придерживаем рукой. Протягиваем. И во второй столбик провязываем столбик без накида. Опять столбик без накида, 1, 2, 3 воздушные петли, сюда вводим крючок, придерживаем, протягиваем, протягиваем и во второй столбик провязываем столбик. Опять у нас будет получаться вот таким вот образом. Красивое пико.
И так завершаем нашу юбочку этим последним рядом. Я довязала до конца и соединяю в первый столбик нашего ряда. Все, вязание мы закончили. У кого оставались какие ниточки, мы это все прячем наизнанку, протягиваем, берем крючок поменьше, чтобы было удобнее. У меня вообще вот этот, по-моему, 1,25, очень удобный. Им очень удобно заправлять кончики, потому что он очень-очень тоненький. Ну, вот, обычным способом я. Кто-то склеивает, но я вот привыкла завязывать на узелки. Все завязали, подтянули и обрезаем. Так, дальше мы должны вставить в наш пояс резиночку. Я отмерила резинку столько, сколько мне нужно на мой обхват талии. Берем 2 булавочки, нам понадобится 1 и 2. Также нам понадобится иголка с ниткой. В моем случае белые ниточки с иголкой. И что мы делаем? Значит, мы на один край резиночки прикрепляем булавку. Находим нашу дырочку, где у нас, которую мы провязывали под резиночку. Вот она у меня. И вставляем в дырочку. И вот таким образом протягиваем резинку через наш пояс. Вторая булавочка нам нужна для того, чтобы нам, когда резиночка дойдет до конца, мы ее прикрепим, чтобы резинка туда не убежала. Но она может и не убежать, в принципе, но на всякий случай ее лучше держать под рукой, потому что такое может произойти. У меня осталась на месте, мне булавочка не понадобилась, 2. И вот я протягиваю сюда наш край резиночки. Обращаем внимание на то, чтобы резинка у нас внутри не перекрутилась. Вот. И теперь мы должны будем провязать и соединить эту резиночку нашу. Снимаем булавку и соединяем. Все, обрезаем. И теперь резиночку нашу вот так вот у нас будет выглядеть незаметно и по талии резиночка. И наша юбочка полностью готова. Спасибо, что вязали со мной. Надеюсь, вы будете носить этот комплект с удовольствием. И у вас красиво и замечательно все получилось. И благодарна вам за то, что вяжете со мной.